Лев 6 месяцев не мог выбраться из дупла в дереве, но в последний момент произошло немыслимое. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Итан Брукс уже много лет работал оператором документальных фильмов о дикой природе и большую часть своей жизни провел среди бескрайних равнин Африки, наблюдая за тем, как саванна живет по своим жестоким, но справедливым законам. В тот день он, как и всегда, шел по раскаленной земле, снимая очередной эпизод для нового проекта. В какой-то момент его взгляд невольно зацепился за огромное дерево, одиноко возвышавшееся среди высокой травы. Он направился к нему, надеясь найти хоть немного тени и передохнуть от палящего зноя. Однако, по мере приближения его не покидало странное чувство тревоги. Форма дерева казалась неправильной, словно что-то в его силуэте выбивалось из естественного пейзажа. Итан остановился, достал камеру и увеличил изображение с помощью объектива. В тот самый момент, когда увеличенная картинка появилась на экране, его сердце болезненно сжалось. Прямо из середины ствола торчала голова льва. За 15 лет съемок, путешествий и наблюдений за самыми невероятными сценами дикой природы он никогда не сталкивался ни с чем подобным. На мгновение Итан замер, не веря собственным глазам, а затем, стараясь не делать резких движений, начал медленно приближаться. Чем ближе он подходил, тем более ужасающей становилась реальность. Огромный лев, чья мощная шея была намертво зажата в дупле дерева, едва держался на ногах и дрожал от боли и крайнего истощения. Его ребра отчетливо проступали под кожей, грива была редкой и свалявшейся, а взгляд казался пустым и рассеянным, словно зверь давно смирился с неизбежным и просто ждал смерти. Заметив человека, лев издал слабый, почти бескровный рык. Это был лишь отголосок инстинкта, предупреждение без угрозы, потому что в этом звуке не осталось ни силы, ни ярости. Руки Итана дрожали, когда он достал из рюкзака бутылку с водой и осторожно поднес ее к львиной пасти. Лев с огромным трудом высунул язык и сделал несколько слабых глотков. Итан посмотрел ему в глаза и увидел в них боль, отчаяние и странное смирение. Он не мог понять, как царь хищников оказался брошенным посреди саванны с головой, застрявшей в дереве, и сколько времени он находился в таком состоянии. Полгода назад этот лев был королем Прайда. Он был сильным, уверенным и бесспорным лидером, который управлял своей семьей с твердостью и мудростью, защищал территорию и внушал уважение каждому члену Прайда. Он был заботливым отцом, у него была преданная львица и маленький львенок. В тот день жизнь текла спокойно и безмятежно. Львенок бегал вокруг отца, играя, исследуя окружающий мир и радуясь каждому новому запаху и звуку. В какой-то момент малыш побежал к дереву, стоявшему неподалеку. Обнаружив в стволе большое отверстие, проходившее насквозь, львенок замер от восторга. Его глаза загорелись любопытством. Это был своего рода тоннель, и, не раздумывая, он юркнул внутрь. Через мгновение его мордочка появилась с другой стороны, и он радостно позвал отца. Король с мягкой улыбкой посмотрел на сына и медленно подошел ближе. Они начали играть, бегая вокруг дерева, рыча и делая вид, что охотятся друг на друга. Львенок снова перепрыгнул на другую сторону, и король, поддавшись игре, сунул голову в отверстие. В тот же миг он понял, что что-то пошло не так. Его голова не выходила обратно. Он напряг мышцы, попытался вытащить шею, но безрезультатно. Сердце бешено заколотилось. Его охватила паника. Он царапал землю лапами, извивался всем телом, но дерево не поддавалось. Львенок, увидев отчаянную борьбу отца, расплакался. Услышав тревожный рев короля, львы со всех сторон бросились к дереву.
Они впивались зубами в кору, царапали ствол когтями, но дерево оставалось неподвижным. Прошла неделя, затем еще одна. Голова короля по-прежнему торчала из дерева. Прайд не мог уйти, но и спасти его тоже не мог. Пища становилась все более редкой, гиены начали кружить вокруг, чувствуя запах ослабевшего хищника. Львы по очереди охраняли короля по ночам, но напряжение росло. Постепенно в прайде начали звучать сомнения. Лидер, неспособный вести за собой, становился обузой. Тогда вперед вышел молодой самец, крепкий и холодный, давно метивший на трон. Он приблизился к плененному королю и оскалил зубы, бросив вызов. У прежнего короля не осталось выбора, кроме как уступить. Новый лидер понимал, что убийство старого короля на глазах Прайда может стоить ему поддержки. Поэтому он решил уйти, оставив бывшего правителя умирать. Львица и львенок были вынуждены последовать за Прайдом. Львенок плакал, оглядываясь назад, но выбора не было. Так лев остался один. С этого момента начался настоящий ад. Он бесконечно боролся, терял силы, страдал от жажды и голода. Во время дождей он ловил капли воды пастью, по ночам из последних сил рычал, отпугивая гиен, скрывая свою беспомощность. Его тело иссохло, ребра выпирали, мышцы атрофировались, но он продолжал жить, думая о львице и сыне. Именно в таком состоянии его и нашел Итан. Он срочно связался со спасательной службой. Через час прибыла команда во главе с ветеринаром Сарой Коннорс, специалистом с 15-летним стажем. Осмотрев льва, она поняла, что состояние критическое, и немедленно ввела жидкости и антибиотики. Однако вскоре выяснилось, что дерево является охраняемым природным памятником, и его повреждение запрещено. Руководство потребовало соблюдать правила. Время шло, дыхание льва становилось все слабее. Тогда Итан шагнул вперед, взял бензопилу и сказал, что берет всю ответственность на себя. Один за другим члены команды присоединились к нему. С предельной осторожностью они начали распиливать дерево. Когда последний кусок упал, тюрьма, в которой лев провел 6 месяцев, рухнула. Лев был свободен. Его тело дрожало, он пытался подняться, но ноги подкашивались. В этот момент издалека на полной скорости прибежал львенок с куском мяса во рту, а за ним следовала львица. Семья воссоединилась. Спасатели не смогли сдержать слез. Итан заметил вокруг кости животных и понял, что все это время львица и львенок тайком приносили еду отцу. Внезапно появился новый король, намеренный уничтожить семью. Казалось, все потеряно. Но внезапно со всех сторон появился Прайд. Они окружили нового короля, и тот, не выдержав давления, отступил. Итан, подняв камеру, понял, что за все годы работы он не видел ничего более ценного. Он тихо записал название своего следующего фильма «Возвращение короля». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.